Друзья, добрый день. С вами юрист Валерий Табаков. Сегодня 19 июля 2026 года. Мы с вами уже не первый год наблюдаем за украинской политикой с изрядной долей здорового цинизма, профессионального скепсиса. И сегодня мы с вами разбираем свежий шедевр нашей власти, историю про то, как министр обороны Михаил Федоров и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не поделили между собой. Вы уже поняли, что именно. А заодно мы с вами посмотрим, как президент Зеленский проявил свой фирменный, государственный в кавычках подход, который, если честно, все больше и больше напоминает не мудрость Соломона, а какое-то прямо антисоломоново решение на стероидах. Итак, друзья, устраивайтесь поудобнее. Сейчас вы услышите, что же не поделили Федоров и Сырский. Друзья, это классика жанра. С одной стороны, молодой технократ Федоров, который пришел со своими дронами, цифровизацией, открытыми тендерами, аудитом и мечтой превратить армию в стартап, где вместо бумажных отчетов данные в реальном времени. А с другой, опытный генерал Сырский с традиционной военной школой, где главное артиллерия, снаряды, централизованное управление и чтобы все было как раньше, только с большим бюджетом. Друзья, они не поделили контроль над миллиардами гривен и долларов, которые идут на закупки. Федоров хотел больше дронов и меньше проверенных поставщиков с сомнительной репутацией. Сырский же и его окружение, судя по всему, предпочитают проверенные схемы и классическое вооружение. В итоге блокировка инициатив, взаимные ультиматумы, интриги и полнейший разлад. Это даже не конфликт личностей, это столкновение двух эпох. 21 века против позднего СССР в одном министерстве. И, как водится в украинской политике, победила стабильность. То есть то, что обычно называют как всегда. А теперь, друзья, самое интересное. Почему Зеленский выбрал именно Сырского и фактически уволил Федорова? На закрытой встрече с фракцией президент якобы сказал: они живут в двух разных мирах. Миша хочет все оцифровать, а военные хотят, чтобы их просто слышали. Звучит почти трогательно, правда? Как будто это не государственное управление во время войны, а семейная терапия. По-хорошему надо менять обоих, но я не могу. Так выразился Зеленский. Вот это настоящий государственный муж. Видит проблему, признает, что надо менять обоих, и меняет только одного. Кого? Того, кто предлагал
реформы. Знаете, друзья, это напоминает мне старый анекдот про врача. Пациент, обращаясь к доктору, говорит: доктор, у меня болит, когда я поднимаю руку. Доктор ему: не поднимайте. Правда смешно? Зеленский вместо того, чтобы заставить систему работать вместе, просто убрал того, кто пытался ее изменить. Федорову, который реально двигал дронную программу и пытался чистить закупочные схемы, сказали спасибо, до свидания, а Сырский остался. Почему? Да потому что стабильность, потому что вертикаль, потому что менять главкома посреди войны страшно. Конечно, страшно. Особенно, когда альтернативой является человек, которого любят в обществе и который показывал реальные результаты. Но давайте назовем вещи своими именами. Этот выбор Зеленского – ошибка. Грубая, антиреформаторская и, если честно, довольно трусливая. Федоров был не идеальным, но он нес свежий воздух в затхлую систему, а вместо него мы получаем продолжение бизнеса, как обычно, в военном стиле. Зеленский в очередной раз показал, что когда реформы начинают реально мешать старым схемам и уютным договоренностям, он выбирает комфорт. Комфорт для генералитета, комфорт для вертикали власти, комфорт для себя. А страна пусть дальше затягивает пояса и слушает незабываемые речи про единство. И вот тут, друзья, у многих уже вырывается закономерный вопрос: а не пора ли поменять самого Зеленского? Рейтинги падают, доверие тает, протесты из-за Федорова собирают тысячи людей по городам, а власть продолжает делать вид, что все под контролем, все идет по плану. Усталость от войны, кадровые ляпы, ощущение, что страна управляется не для победы, а для сохранения текущего статус-кво, баланса сил внутри элиты. И все это копится. Но здесь начинается самое феноменальное. Во время войны это, то есть смена Зеленского, практически невозможно сделать. Военное положение, которое продлевают уже в 20-й раз, как будто это сезонный абонемент в фитнес-клуб, который надежно блокирует выборы. Конституция говорит, что президент исполняет обязанности до избрания нового, а новый не может быть избран, потому что война. Классика. Украинский замкнутый круг. Прямо как в фильме «Вий», в котором Зеленский, кстати, чувствует себя довольно уверенно. Мы не можем проводить выборы, иначе потеряем армию, утверждает он. И в чем-то, друзья, он прав, но в чем-то это очень удобная позиция для человека, который не хочет проходить проверку народным голосованием. И вот
мы плавно подходим к главному выводу, который многим не понравится. Украина крепко сидит в ловушке, которую мастерски расставил Владимир Путин еще несколько лет назад. Путин никогда не был дураком в геополитике. Он понял, что быстрый захват не получится, и перешел к стратегии долгой войны. Его цель не просто захватить территории, а заставить Украину медленно деградировать изнутри, заблокировать демократию под предлогом военного положения, посеять раздор между реформаторами и профессиональными военными, вынудить власть делать все более непопулярные решения, чтобы вместо развития страна занималась выживанием, а вместо смены власти ее бесконечным продлением. Каждый раз, когда Зеленский выбирает стабильность вместо реформ, когда убирает Федорова вместо того, чтобы заставить систему работать, когда продлевает военное положение в 20-й раз, он, сам того не желая, играет по нотам Путина. Это и есть настоящая ловушка. Чем дольше мы в ней сидим, тем глубже вязнем, и тем сложнее будет выбраться без серьезных потерь. Друзья, я не призываю к хаосу, я призываю к трезвому взгляду. Война – это не время для иллюзий. Если мы хотим выиграть не только на поле боя, но и сохранить страну как современное государство, нужно искать выход из этой западни, а не делать вид, что все идет по плану. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, согласны ли вы, что это путинская ловушка. Ставьте лайк, если считаете, что такие темы нужно обсуждать прямо и без цензуры. Подписывайтесь, будем разбирать дальше. Берегите себя и думайте головой.